Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Эзотерика для тебя. Друзья, мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня мы с вами поговорим и уделим внимание ведьме. Поговорим о том, как можно определить, что женщина ведьма. Какие признаки указывают на это. Обязательно просмотрите это видео от начала до конца. Друзья, будет очень много полезной, важной, нужной и интересной информации. Зная об этой информации, вы сможете понимать и знать, как действовать в той или иной ситуации. Всем приятного просмотра! Знаете, часто в разных фильмах, в книгах, в различных произведениях мы встречаем такой персонаж, как ведьма, и воспринимаем его как что-то очень далекое от нас, и то, что не может никаким образом появиться в нашей жизни. На самом деле это глубокое заблуждение. Ведьмы и в наше время живут среди нас. Ведьмы ничем не отличаются от обычных людей. Это не страшные старухи, образ которых нам навязывается фильмами, а наоборот, в основном это, как правило, красивые, неординарные, яркие женщины или девушки, которые любят носить много украшений и красиво одеваться. Они могут находиться в вашем окружении везде. Это может быть даже ваша лучшая подруга или соседка. При этом вы бы даже никогда не смогли подумать, что это такая красивая, элегантная, интеллигентная женщина может быть ведьмой. Хорошо, если у вас с таким человеком хорошие, теплые отношения, то в таком случае она вам не навредит, и она вам, наоборот, будет стараться подсказывать, давать какие-то советы. И, возможно, вы даже ничего не будете подозревать, потому что вы не испытываете друг другу никакого негатива. Вы можете мило общаться, обсуждать и так далее. Но для того, чтобы знать, от кого себя обезопасить, если такой человек среди ваших знакомых, ведь если отношения у вас не сложились, нужно быть очень осторожным, так как ведьмы имеют достаточно большую энергетическую силу. И в этом видео мы поговорим о признаках ведьмы и как их определить. Вы знаете, ведьмы обычно имеют внешность, на которую просто невозможно не обращать внимания. При взгляде на такую женщину происходит эмоциональный всплеск. Он может варьироваться от восхищения до зависти. И это будет происходить независимо от того, что вы думаете в этот момент. Встретив такую женщину, вы обязательно запомните ее. Сила ведьмы в ее волосах. Поэтому, как правило, у этих женщин обычно густые, ухоженные, красивые волосы. Чаще всего они выбирают либо жгучий черный, либо ярко-рыжий цвет волос. И на людях никогда не распускают волосы. Если они кому-то сильно доверяют, то могут при таком человеке распустить волосы и даже причесаться. Но всегда соберут сразу все волосы с расчески. Они делают это, так как знают, что с помощью волос можно отобрать у человека энергетику. У женщины-ведьмы обязательно есть знак, по которому ее можно отличить от других. Например, это может быть родинка. Она часто, как правило, необычной формы. Может быть бородавка, родимое пятно. И это не обязательно должно быть на виду. Эти признаки очень часто спрятаны под одеждой. Но такие признаки, которые хорошо заметны, как красивая фигура, большие и выразительные глаза, часто зеленого или карего цвета, также признак ведьмы. Они всегда обладают способностями, они умеют предугадывать ваши мысли, они способны своим взглядом указать на ваше место, также предотвратить любой конфликт или наоборот его разжечь. У них очень развита интуиция и дар предвидения. У таких женщин особый взгляд. Когда вы смотрите в их глаза, вам становится сразу понятно, что перед вами непростая женщина. А глядя в их глаза, создается впечатление, что в них возможно утонуть. А они в этот момент смотрят в самую глубину вашей души. Этот взгляд всегда будет вызывать у вас эмоции и порой не очень приятные. Вспомнив о нем, вам будет одолевать страх.
Так будет происходить в тех случаях, когда вы на энергетическом уровне будете ощущать всю ее силу. Такие женщины любят носить одежду, как правило, из натуральных тканей. Очень часто это одежда ярких цветов, так как женщины-ведьмы любят обращать на себя внимание окружающих их людей. За счет этого они укрепляют свое биополе и подпитываются положительными энергиями. Они любят различные украшения и носят их много одновременно. Одно из их любимых украшений – это браслеты. С их помощью они выставляют для себя сильную защиту от различных негативных энергий. А еще, когда люди обращают внимание на их украшения и восхищаются ними, они таким образом подпитываются положительной энергией, которую излучают в этот момент окружающие их люди. Они никогда не дадут даже притронуться к своим украшениям, не то чтобы дать их кому-то примерить, даже близкому для них человеку. На шее у них также присутствуют определенные символы, значения которых вы никогда ранее не видели и значения которых вы не понимаете. Они не сочетают разные металлы одновременно. Если это золото, значит это золото. Если это серебро, значит только серебро. Бижутерия только она. У этих женщин особое отношение к животным и природе, так как они благодаря этому пополняют свою жизненную энергию и свои силы. У них в доме в основном находится по несколько животных. Они умеют и любят, и также обращаются к травам. Они могут помогать окружающим людям или еще хуже принести им вред, так как знают энергетику каждого растения, которое их окружает. Кстати, они не боятся пауков и змей, наоборот, восхищаются ними. Потому что они видят этот мир все-таки в другом свете. Они его воспринимают все-таки по-другому, чем мы. Такие женщины следят за всем, что произносят вслух другие люди, ведь знают, что каждое слово несет свою энергетику и может либо помочь, либо навредить. И даже когда они находятся на эмоциональном всплеске, они никогда не будут говорить гадости, так как знают, что их энергетика настолько сильна, что все, что бы они ни сказали, обязательно сбудется в жизни других людей или произойдет. Поэтому настоящая ведьма, которая осознает и понимает, что она энергетически сильна, они понимают о том, что она может причинить вред, как правило, мудрые ведьмы такого не делают, потому что мы сейчас с вами живем в современном мире, и многие люди уже осознают и понимают, что каждое слово, каждое наше действие имеет определенную силу и энергию. И многие понимают, что закон бумеранга никто не отменял. А женщины-ведьмы и те люди, которые относятся и понимают, что такое эзотерика, что такое законы космоса, Вселенной, что есть определенные правила, по которым нужно жить, они никогда не причинят вред. Да, возможно, бывает ситуация, что люди их выводят из себя. Даже, возможно, у вас есть такой человек на работе. Вы даже не знаете, что он ведьма, что она ведьма, но она даже может быть ваша начальница, быть именно в роли ведьмы. Но она это будет скрывать разными способами, потому что она понимает и осознает, что ей не нужно, чтобы другие знали. Потому что когда другие люди не знают об этом, значит, они в определенных ситуациях могут использовать магию для себя. Например, для того, чтобы продвигаться по служебной лестнице, для того, чтобы получать премию, для еще каких-то определенных моментов. Конечно же, женщине-ведьме очень тяжело иногда, потому что она также является женщиной, она является человеком, у которого может быть тяжело на душе, у которого может болеть сердце именно на ментальном плане, не обязательно порядке на физическом, потому что мы все живые люди, мы все находимся в теле, в скафандре так называемом, и мы все имеем определенные эмоции. Также женщины-ведьмы, ведьмы обычно всегда без пары, так как им тяжело подобрать себе партнера на энергетическом уровне, так как он, как правило, должен быть сильнее
ее, а это очень большая редкость. И женщина-ведьма, она способна на многое, но не стоит ее бояться. В основном женщины-ведьмы никогда не причиняют вред, а наоборот живут своей обособленной жизнью. Обращайте внимание на тех женщин, которые, возможно, вы видите, что они не такие, как все. Но никогда не лезьте к ведьме в душу. Если вы знаете, что она ведьма, и вы знаете, что это человек, который старается, осознает и понимает, что у него есть именно эта энергия, и он понимает, что он может помочь людям, и вы это ощущаете, обращайтесь к такому человеку за помощью, за определенными советами. Возможно, такой человек подскажет, какие нужно практики привести, ритуалы, обряды. Но помните, всегда нужно за все платить. И не обязательно должны быть большие деньги. Человек может не взять с вас денег, но хотя бы какую-то символическую плату нужно отдать. И обязательно говорите всегда слово «оплачено». Это очень важно. Друзья, теперь мы надеемся, вы знаете об этой важной и ценной информации. С вами, как всегда, был канал «Эзотерика для тебя». Друзья, подписывайтесь, ставьте лайки. Мы услышимся уже с вами в следующем видео.